Этот вкусный зеленый коктейль я пью один раз в день, но уже заметила великолепный эффект. Хруст в коленях, который раньше сильно меня беспокоил, всего через неделю стал гораздо меньше, а затем и вовсе прошел. Я готовлю его сама и сегодня поделюсь рецептом, а в конце расскажу схему приема. Так что смотрите видео до конца. Друзья, после прошлого моего видео, где я готовила пасту для здоровья суставов, некоторые из вас мне писали, что рецепт очень сложный, что там огромное количество ингредиентов и некоторые продукты им сложно достать. Я обещаю, что сегодня все будет гораздо легче, проще, и все ингредиенты здесь очень доступны. Вы сами в этом убедитесь, когда я покажу первый ингредиент. И это самое обычное яблоко. Нарезаем произвольно на небольшие кусочки. А пока я это делаю, друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы смотрите мои видео. А если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня лайками, хорошими комментариями и, конечно, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Это поможет продвижению моего ролика. Яблоки содержат витамин С и антиоксиданты, в том числе вещество кверцетин, которое помогает уменьшить воспаление и защищает хрящевую ткань и суставы. Отправляю яблоко в чашу блендера и перехожу к следующему ингредиенту. Это спелый банан среднего размера. Очищаем от кожуры и нарезаем кружочками. Бананы очень полезны благодаря высокому содержанию магния и калия. Эти вещества помогают задерживать кальций в организме, повышают плотность костей и предотвращают развитие остеопороза. Поэтому женщинам в возрасте за 50, вот именно в это время чаще всего и появляются первые признаки остеопороза, нужно съедать в день хотя бы по одному банану, чтобы защитить свои кости от вымывания кальция. Отправляем к яблоку. И переходим к сухим ингредиентам. Нам понадобится 1 столовая ложка семян льна. Семена льна очень богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление соединительной ткани. Но чтобы они заработали, их обязательно нужно измельчать. Целые семена в оболочке, скорее всего, так и выйдут из организма, не отдав своих полезных свойств. Засыпаю в кофемолку и достаю следующий ингредиент. Это семена кунжута. Подойдет и черный, и белый. Кунжут славится высоким содержанием кальция, магния и фосфора, которые укрепляют костную ткань, что очень полезно для суставов. Засыпаю ложку семян кунжута к семенам льна и перемалываю все вместе на кофемолке. В таком измельченном виде они будут очень хорошо усваиваться организмом. Друзья, если у вас нет кунжута, либо семян льна по каким-то причинам, напишите об этом в комментариях, и я посоветую, чем лучше их заменить. Но могу посоветовать всем сразу, вот в таких затруднительных случаях, брать семена тыквы, которые мы использовали с вами в прошлом рецепте. Они универсальны по составу и содержат примерно те же полезные вещества, что лен и кунжут. Как видите, у нас уже готово очень много полезных продуктов. Ну а сейчас я покажу главный ингредиент этого рецепта, который активизирует все остальные компоненты и делает их более сильными. Он усиливает их полезные свойства. И это мята. Как раз сейчас она буйно цветет повсюду, и самое время использовать ее для оздоровления. Большинство людей воспринимают мяту только как ароматную добавку в чай. Мало кто знает о ее благотворном влиянии на суставы, а особенно коленные. Секрет такого воздействия в том, что мята очень богата ментолом. В некоторых сортах его содержание достигает 70%. Ментол не просто охлаждает и освежает, он улучшает микроциркуляцию крови, в
в том числе и в суставах и околосуставных сумках, и помогает питательным веществам быстрее проникать в хрящевую ткань. Поэтому, если колени начинают похрустывать, сразу готовьте мятный чай, коктейли и салаты со свежей мятой. Мята подходит любая, какую найдете. Абсолютно все сорта мяты содержат ментол. Где-то меньше, где-то чуть больше. Абсолютным рекордсменом по содержанию ментола является мята перечная. Хотя многим не очень нравится ее резкий вкус, и они предпочитают ее смешивать с более мягкими сортами. Собранные листья нужно хорошо промыть. Отправляем в чашу блендера. Но это не все. Понадобится еще несколько ингредиентов для улучшения вкуса и активизации компонентов. В первую очередь это сок половины лимона. О его полезных свойствах для суставов я подробно рассказала в предыдущем видео. Ссылку я оставлю в описании. Добавляем сок. И теперь нам нужен имбирь. Либо свежий корень, либо имбирь в порошке, молотый. Имбирь уменьшает отеки, улучшает подвижность суставов и помогает при артрите и остеоартрозе. Добавляю пол чайной ложечки. И напоследок листья шпината. Совсем немного, буквально треть пучка, несколько листочков. И также руками рву. Остался самый последний компонент, и это вода. Я не советую брать газированную и минеральную, потому что в составе нашего коктейля и так очень много витаминов, минералов и других полезных веществ. Просто вкусная, чистая питьевая вода. Коктейль готов, и сейчас расскажу, как его принимать. Этот коктейль просто эликсир для всей опорно-двигательной системы. Идеально подходит для завтрака или полдника. Сытно и даст энергию сразу на несколько часов. Есть его нужно сразу после приготовления, чтобы сохранить все витамины. От хруста в коленях, а также для улучшения гибкости и подвижности всех суставов, ешьте его ежедневно в течение хотя бы 2 недель. А если он вам понравится, можно и дольше. Даже все лето. Смотрите рецепт в описании под этим видео на моем YouTube-канале Лекарь Травинка.